Вы вообще видели, сколько стоят современные телеобъективы для беззеркальных камер? Canon RF 70-200 мм f4 от 130 тысяч рублей, версия 2.8 от 200 тысяч рублей. Не факт, что когда вы посмотрите это видео, названные объективы не станут еще дороже. А если вы простой любитель и не готовы потратить столь внушительную сумму на покупку объектива? Представляю вашему вниманию L-объектив от компании Canon с постоянной диафрагмой f4, переменным фокусным расстоянием от 70 до 200 мм, ультразвуковым мотором фокусировки, премиальным белым корпусом за очень скромный прайс. Все это Canon EF70-200 f4 USM. Я приветствую вас на канале Полный кадр. Давайте снимать. Давайте начнем наш обзор с главного вопроса тех, кто не в теме. Зачем вообще нужен подобный объектив? Итак, это длиннофокусный, он же телеобъектив. Позволяет снимать объекты, которые находятся на достаточном удалении от фотографа. 70-200 мм это средний телевик. Объектив такого плана с диафрагмой f4 отлично подойдет для съемки спортивных соревнований, таких как футбол, легкая атлетика. Подойдет он для мотокросса и съемки на концертах. В принципе, для любого вида съемки он подходит, где фотограф находится далеко от снимаемого объекта. Конечно, диафрагма f4 нас несколько ограничивает в помещениях, а потому подобные объективы они больше подходят для съемки на открытом воздухе. Для профессиональной съемки спортивных соревнований или для фотоохоты, конечно, подобный объектив не очень хорошо подойдет, потому что все-таки для таких жанров, для такого уровня съемки нужны фокусные расстояния гораздо более значительные, там от 300, 400, 600 мм и даже больше. Canon 70-200 f4 можно использовать как на полнокадровых, так и на кроп-камерах компании Canon. Зеркальные они будут или беззеркальные, в принципе, не важно. На беззеркалке он устанавливается через переходник и прекрасно там себя чувствует. Что касается PSC камер, то есть кроп камер, таких как Canon 60D, 7D, R10, там, R7 и так далее, то, конечно, объектив имеет на них меньший угол обзора, а его эквивалентное фокусное расстояние будет от 112 до 320 мм. Для своего класса объектив очень небольшой, его вес чуть больше 700 граммов. При этом собран он, можно сказать, по премиальному. Здесь у нас и внутренняя фокусировка, и внутреннее зумирование. Объектив никогда не меняет свой размер, никакие элементы в его корпусе не вращаются. В то время, когда вы фокусируете, соответственно, или когда меняете фокусное расстояние. Стоит ли говорить, что байонет здесь у нас также металлический? Ну, по-другому быть не могло. Кольца фокуса и зумирования здесь широкие и удобные. На мой вкус, конечно, кольцо зума, оно слишком легко вращается. Может, это особенность данного экземпляра, не знаю, но мне все-таки нравится, когда нужно прилагать немного больше усилий. В этом плане кольцо фокуса заметно плавнее. Также на корпусе есть два переключателя. Один отвечает за переключение между ручной и автоматической фокусировкой, второй за ограничение дистанции фокусировки. Да, вы уже, конечно, заметили одну из отличительных особенностей этого объектива – его белый корпус. Скорее серый, это они его называют белый, скорее он такой сероватый. У современных объективов все-таки более светлые корпуса. Тем не менее, официальная версия существования таких объективов, они меньше нагреваются на солнце. Со слов Canon, нагрев объектива может ухудшить его оптические свойства из-за флюоритовых стекол, которые при нагревании расширяются. Canon в своих телевиках обычно использует один или два таких стекла. Конкретно в этом объективе есть один флюоритовый элемент. Я не физик, я не могу это оценить с точки зрения науки, но в чем я точно уверен, что вот такое цветовое решение добавило объективам популярности и узнаваемости. Смотрите сами. Какого фотографа у вас есть наибольший шанс увидеть на экране телевизора спортивного? Взять тот же футбол. Самый популярный вид спорта с огромным охватом аудитории. И на экране постоянно мелькают спортивные фотографы. И белые объективы привлекают куда больше внимания, чем черные. Сделать объективы белыми специально для узнаваемости бренда было бы отличным маркетинговым ходом. Был ли этот ход неосознанным со стороны Canon? Как думаете сами? Напишите в комментариях. Но давайте вернемся к нашему объективу. Canon 70-200 f4, поговорим о его конструкции. Итак, здесь у нас 16 элементов в 13 группах, из которых один элемент, как мы ранее выяснили, флюоритовый, и еще один низкодисперсный.
Диафрагма объектива состоит из 8 лепестков, максимальная диафрагма здесь 4, минимальная 32. На объектив можно установить светофильтр диаметром 67 мм. Очень удобный диаметр для светофильтров. Из интересных особенностей также отмечу минимальную дистанцию фокусировки. Она здесь 120 см, что довольно много по сегодняшним меркам и является, конечно, минусом объектива. Для сравнения, у самой новой версии этого объектива под байонет EF МДФ равна 100 см, а у объектива под байонет RF вообще 60 см, то есть в 2 раза меньше, чем у данного объектива. В комплекте с объективом идет бленда. Она довольно крупная и заметно увеличивает размер объектива. Бленд надевается и обратной стороной. В принципе, если очень уж хочется, то можно поснимать и в таком положении, тем более, что кольцо зума она не перекрывает. Держать, конечно, ее в таком положении, в таком варианте не очень удобно, но тем не менее. А вот чего в комплекте нет, так это штативные лапки, хотя место для ее крепления имеется, ну и, конечно, отдельно она продается. Ее название вы можете видеть на экране. Оригинал найти не очень просто, и стоит он даже на вторичке довольно много. Альтернатив, конечно, хватает, самые дешевые копии можно купить на популярных маркетплейсах там за 1000 рублей. Тем не менее, особого смысла использовать штативную лапку с этим объективом, я не вижу. Потому что современные камеры без проблем его удерживают, даже если это беззеркалка, у которой есть дополнительный переходник. Все равно объектив достаточно легкий, мы уже об этом с вами говорили. Если у вас какая-нибудь зеркалка типа Canon 4000D с пластиковым байонетом, наверное, могут возникнуть проблемы. Также проблемы могут возникнуть, если у вас какая-нибудь очень маленькая беззеркалка. То есть для сохранения баланса на штативе вам, возможно, придется тогда приобрести штативную лапку. Объектив этот вышел в 1999 году. Разрабатывался он, очевидно, для пленочных камер. Первая цифровая полнокадровая камера вышла только в 2002 году. О ней я, кстати, рассказывал уже на канале, ссылку можете найти на видео в описании. Конечно, интересно, насколько хорошо может показать себя на современных цифровых камерах столь старенький объектив. Я поснимал им фото на полнокадровую и на кропнутую беззеркалку, я поснимал им видео с матричным стабом, и вот к каким выводам я пришел. Что касается качества фотографий, то объектив показывает крайне неплохие результаты. Меня резкость с него вполне устраивает. Если вы снимаете на кропе, то дополнительно обрезаются края изображения. Минимальная резкость, как известно, у большинства объективов проявляется именно по краям кадра. Соответственно, на кропе им снимать еще более приятно, можно сказать так, хотя тут нужно делать поправку на эквивалентное фокусное расстояние, которое все-таки на кропе чуть менее удобно, чем на полном кадре. При работе с этим объективом очень облегчает жизнь встроенный в тушку стабилизатор изображения. Причем я впервые задействовал функцию в камере, которая позволяет держать активным стабилизатор во время всего процесса фотосъемки. Как известно, по умолчанию он активируется только в момент нажатия кнопки спуска затвора. Изменение настроек на постоянную работу очень облегчает процесс съемки с рук, особенно на 200 мм. Без таба картинка очень сильно дрожит и довольно трудно построить кадр. Стабилизатор хорошо справляется в режиме видеосъемки. Это, конечно, заслуга не объектива, а камеры. Но тут я просто вам хочу сказать, что если вы обладаете одной из современных тушек Canon с матричной стабилизацией, то это дает вам возможность комфортно работать вот с такими вот объективами. По поводу фокусировки. Хоть тут и используется USM мотор, но в некоторых ситуациях мне объектив показался довольно медлительным. Опять же, для ускорения процесса фокусировки тут есть специальный рычажок, который ограничивает область поиска фокуса. А вот звук фокусировки объектива тише того, что я ожидал услышать. Все-таки тут у нас не STM мотор, не новый USM мотор, и тем не менее объектив нельзя назвать шумным. Я сразу почему-то вспомнил объектив Canon 1755 мм, который мы не так давно тестировали. А объектив тоже новым не назвать, но он все-таки вышел на 7 лет позже данного стекла, и при этом его шумный USM мотор мне хорошо запомнился. Canon 70-200 мм однозначно фокусируется тише того объектива. Боке объективов 70-200 f4 мне никогда особо не нравилось, и данный Canon не стал исключением. Поэтому я не понимаю тех, кто говорит, что это объектив для портретов. Им, конечно, можно снять портрет, когда ничего другого под рукой у вас нет. Но если есть выбор, то надо брать что-то более светосильное и с более плавной картинкой. С точки зрения соотношения цены и качества, это просто прекрасный объектив. Хуже ли он во всем, чем современная RF-версия? Возможно. Здесь не заявлена защита от пыли и влаги, более медлительная фокусировка, минимальная дистанция фокусировки слишком большая, хуже резкость, нет встроенного стабилизатора изображения. Но этот объектив дешевле в 5 раз. В 5. Не в 1,5 раза,
не в 2 раза и даже не в 3 раза. Да что там говорить, даже не в 4 раза. Этот объектив дешевле в 5 раз. А еще у него монолитный корпус без хобота, в отличие от современного объектива. Короче говоря, это очень приятное стекло за свой прайс. Крайне рекомендую для всех, кому нужен телевик по умеренной цене. Спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь на наш канал, на нашу группу в Телеграме. До скорых встреч, делайте правильный выбор.